машину поймаем. На машине. Друзья, привет! Сейчас стартанем на Рутюбе. Так, вроде пошел процесс. Сейчас у вас на экранах карта с красной линией в виде треугольника. А это не что иное, как золотой треугольник в Санкт-Петербурге, по которому мы сегодня прогуляемся, сделаем такой кружок, кольцо в виде треугольника. Всем добрый день! Вы на канале Откройте Питер, прогулки по Санкт-Петербургу. Меня зовут Роман. Так, сейчас я выключу пока треугольник, карту. Кто меня видит, всем привет. Я на ваших экранах, и я Роман. Так, друзья, стартуем. Вот еще раз, для тех, кто потихоньку начинает подключаться, включу сегодняшний плюс-минус маршрут. Да чтоб тебя. Вот. Что такое золотой треугольник? Это, по большому счету, понятие достаточно недавнее. Примерно в 90-е годы 20 века риэлторы придумали себе такое понятие, чтобы подороже продавать недвижимость в этих локациях. Как вы видите, ограничивается треугольник у нас Невским проспектом, рекой Фонтанкой, сейчас она у нас перед глазами, и Дворцовой набережной. Сейчас пойдем по часовой стрелке. Мы находимся на Аничковом мосту. Это вот нижний правый угол. Пойдем по по Невскому проспекту к Дворцовой набережной, к Дворцовой площади набережной, и там уже или по набережной, или по Миллионной дойдем до Фонтанки, до Летнего сада, Чижик-Пыжик, и вернемся сюда по набережной Фонтанки. Так, все, убираю картинку, представляете координаты сегодняшние. Так, трансляцию на Рутюбе запустил, на часах трек запустил. Идемте. Все. Сегодняшние отличные погоды стоят в Петербурге. Плюс 26. Завтра плюс 9. И всю следующую неделю не больше 10 обещают, к сожалению. Но как-то так. Очень погода у нас нестабильная. Есть у меня задумка снять отдельное полноценное видео, не в виде онлайн-прогулки, а офлайн. Именно внутри золотого треугольника, со всякими историческими долгими вставками о местах и дворцах и памятниках. Так что где-нибудь в мае, наверное, засниму. Так, друзья, кто вы, кто на связи, кто пишет привет. У вас так жарко, спрашивает Евгений. У нас, да, плюс 26 сегодня. Очень. Ну, обещали грозу на субботу. Но вот уже грозу отменили, только после 4 дождь. Такой большой, небольшой, уж не знаю, как будет. Но. И вот кто в футболках, кто в джинсовках, все куртки на плечах, на руках висят. Потому что вечером будет прохладно. У нас все-таки еще достаточно холодные утры с вечерами.
Друзья, напомню, пока далеко не ушли, про возможность поддержать меня, поддержать канал через донат. QR-код и ссылки в описании к видео есть. QR-код на экране. Так, дядя Коля пишет. Рома, здорово. Всем приятного просмотра. Да. Всем привет. Улица Караванная. Слева через дорогу у нас тот самый Аничков дворец. Сейчас идем по Невскому, и тут по некой информации Невский, по крайней мере, тротуарную часть уже начали ковырять. Под ковырять я имею в виду то, что... Так, куда-то очки надо убрать, господи. Карманов не хватает. А в очках я экран плохо вижу. Да и так отсвечивает. Короче, Невский хотят в этом году перекрывать месяца на 2, что ли. Менять все дорожное полотно и заодно, возможно, бордюры с поребриками. А там, возможно, и зацепит тротуарную часть. Так что, не знаю, с потерями мы дойдем до Дворцовой площади или нет. Так, что пишем. Где у вас посуточно дешевле снять жилье? Крокодил, ну, я не риэлторский канал, я не знаю. Посуточно.ру, Авито, Островок какой-нибудь. Вот, заходите туда, агрегаторы, сравнивайте цены и вперед. О, арочка, и там в арке у нас кинотеатр «Аврора», которому 110 лет, пару лет назад исполнилось. Мария, какая чудесная солнечная погодка у нас в Баку. Отлично. В принципе, я сегодня, ну, микрофон есть петличный, но я его пока не включил, так что вы в полном объеме без шумодава слышите шум города. Можете отправлять голосовые, ну, то есть донаты с голосовыми. Все должно будет озвучиваться в эфире. Театр комедии имени Акимова. Тут же слева у нас какой-то детский спектакль был. Тут же слева у нас универмаг купцов Елисеевых. Направо уходит Малая Садовая улица. Сейчас мы к ней вернемся. А через дорогу слева Александрийский театр с Екатерининским садом. Сад еще закрыт до сих пор на просушку. Ну а справа вот у нас Малая Садовая улица. По-моему, чуть ли не первая пешеходная улица в Санкт-Петербурге. Кстати, кто знает Павла Перца, пожалуйста, вот его экскурсия. Павел, добрый день. Я блогер. Ну ладно, все. Да. Ну, не реклама ради, но так. Если пойдете к Павлу на экскурсии он очень интересные проводит, авторские. Ну, скажите, что от канала «Откройте Питер».
Так, я снимаю на телефон. Потому что это на телефон самое простое техническое средство для ведения стримов. Минимум оборудования. Вот они и встретились. Да, я с Павлом и сам к нему на экскурсии ходил. И так его встречаю вот здесь в центре. Потому что, в принципе, мне его экскурсии известны, основные. И места стартов, локации, где он стартует, плюс-минус тоже. Но как-то вот тут главное по времени совпасть. Ну вот, видимо, они тоже примерно в 2 здесь собирались. Подземный переход пешеходный под Садовой улицей. Здесь по-другому Садовую нам не перейти. Это самый короткий путь. О, что-то это. Видимо, у меня заляпанная камера. Сейчас, секунду, протру. Так, думаю, будет получше. Ой, так телефон отсвечивает. Нет, я экскурсии водить не буду. Не то чтобы там никогда. Это из серии не зарекаться, да. Но я пока в себе не чувствую вообще никакой неуверенности, ни знаний. Так, чтобы на белом глазу что-то вещать и главное, что не обманывать. Опа. Здесь у нас здание пассажа, построенного в 1848 году. Слева большой гостиный двор. Да, кстати, я так и не договорил про почему золотой треугольник-то, да? Опять же, повторюсь, да, что это понятие придумали по большому счету риэлторы еще в 90-х годах, дабы более выгодно начать продавать недвижимость здесь, потому что все-таки исторический центр, все основные достопримечательности находятся здесь, и жить как бы престижно, но были проблемы. Были проблемы в виде парковок, в виде закрытых территорий, в виде продуктовых магазинов, магазинов одежды. Сейчас это, конечно, все развилось и более привлекательно стало, но, по крайней мере, как самая дорогая локация для снятия жилья туристами, ну, наверное, это факт. Золотой, да потому что это от слова дорого. Жить здесь дорого, снимать здесь дорого. Армянская церковь на Невском проспекте. Как ни странно, при обилии церквей и храмов на Невском проспекте православных-то тут всего, по большому счету, 2 получается. Это Казанский собор и в конце Невского Александро-Невская лавра со своим собором. Так, что вы пишете? Спасибо вам за встречу с любимым Питером, Ольга. Отлично. Григориус, добрый день. Роман, всем остальным сопрогульщикам привет. Роман, Удмуртия тебя смотрит. Привет в Удмуртию из славного Петербурга. Сегодня жаркого, а завтра уже дождливо-холодного. Так, здесь у нас что? Улица Михайлова. Михайловская, господи. Тоже есть подземный переход. По совместительству вход в метро. Но здесь уже поверху. Идем поверху.
Зачем нам эти лишние ступеньки? Справа на Михайловской улице, там у нас вдали виднеется Михайловский дворец, площадь искусств, и слева от него Михайловский театр. Слева через дорогу Думская башня с Думской улицей. Раньше здесь Дума заседала, как мы понимаем из названия. Друзья, очень отсвечивает, бликует телефон, поэтому тяжело читать. Роман, вы были... Алексей пишет. Причем утверждение. Это не вопрос, а утверждение. Роман, вы были у Павла на экскурсии? Ага. Ну, я спорить не буду с вами, Алексей, не буду. Отлично, погода у вас там, у нас солнечный плюс 20. Ну, если ради интереса есть возможность, порадуйтесь за нас. Да, сегодня единственный теплый день. С завтрашнего дня и всю неделю будет там плюс 6, плюс 8. Ну, короче, не больше 10. По большому счету, теплые вещи еще не убраны. По крайней мере, какие-то легкие пуховики еще висят. Вот видите, все плиты у нас за зиму пораскурочивало, раскривило. Я так понимаю, их будут тоже снимать и равнять все. По методике Собянина. Алексей, это вопрос. Окей, ну если это вопрос, то ставьте соответствующий знак. Так будет понятней. Да, был. И много его видео в свое время смотрел. Так что да, рекомендую. Ну и, как повторюсь, если будете у него на экскурсии, то передавайте от меня привет. От канала «Откройте Питер». Так, прошли уже первый километр, говорят мне часы. Так, Виктория пишет. Все, это я уже прочитал. Извиняюсь. Так, по-моему, я сегодня еще ни одного доната не видел. Печальненько. Ладно. Будем сегодня ходить без кофа. Ну вот уже видите, первые сужения на... Да не первое, по-моему, а сужение на Невском. Вот, здесь-то вообще какой-то жесть. Приходится вон как огибать. Есть выход из метро. На канал Грибоедова. С гостиного двора. Вышли, ну, соответственно, на канал Грибоедова. Сегодня здесь или пока что еще никто не пляшет, не танцует, не поет. Ну вот видите, мы пока идем по Невскому, как раз в районе у нас по правую руку вот эта территория Золотого треугольника. Кстати, могу отметить, что современные риэлторы, дабы расширить свою зону рекламирования и большего расширения площадей, которые можно продать под брендом «Золотой треугольник». «Золотой треугольник» расширили. И уже граница не по Невскому проспекту, а по улице Гороховой. Напомню, что улица Гороховая входит в так называемый Невский трезубец. То есть координаты треугольника получаются, что ну также Гороховая, Фонтанка. Что мы стоим, что мы стесняемся. Улица Гороховая, Фонтанка, Дворцовая и Адмиралтейские набережные. То есть еще Адмиралтейская набережная пристегивается. А тут и плиты, но плиты-то не меняют. Здесь, видимо, какие-то коммуникации укладывают. Я вижу очень много проводов, очень толстых. Кабель-каналы, возможно, это.
Но вот если прошлый год массово приводились в порядок фасады домов, особняков и дворцов на Невском проспекте, то в этом году нас ждет перекладка тротуаров и Невского проспекта. Так, мы на Малой Конюшенной улице. Тут небольшой диссонанс возникает, потому что по ширине Малая Конюшенная, она шире, чем Большая Конюшенная, но малая пешеходная, а Большая Конюшенная с проезжей частью в виде бульвара, то есть с центральной пешеходной. Конечно, вечером здесь просто не протолкнуться, но вот вы видите, что мы тут по одному человеку в одну сторону только можем вместиться буквально. Не знаю, насколько быстро это все произойдет, но что имеем? Так, Ирина что-то написала, читаю. Всем привет, Чапаевск гуляет с вами. Хорошей, интересной прогулки, с Романом по-другому не бывает. Спасибо за оказанное доверие. Ну, не сказал, но мы так тихонько прошли мимо Казанского собора. Здесь же сразу по соседству лютеранская церковь Святого Петра и Павла. В советские годы там был организован бассейн. Каждый раз об этом говорю. Так, Виктория, вот первый донат на кофе. Спасибо, Виктория. Кофе быть. Раскопки продолжаются. Возможно, найдут янтарную комнату или один из первых дворцов Петра Первого. Не знаю. 22-24 Невский проспект не подскажете? Следующее. И налево. Вы же лютеранскую церковь ищете. Да? Налево, да. Да? Какой-то пьяненький, абсолютно не ориентируется мужчина. Ну вот, большая, господи, Конюшенная улица с бульваром, проезжей частью. Это тоже все входит в золотой треугольник. Хоть жилье и дорогое, и, казалось бы, живут миллионеры, но вместе с тем очень много коммуналок до сих пор. Да, люди миллионеры, но свои комнаты за эти миллионы продавать никто не будет. Эстония с вами, Ирина. Так, Роман Мельников, всем привет. Может, на другую сторону Невского перейти, чтоб не толкаться. Да слушайте, я пока иду и нормально. Мы тут не сильно плечами кого-то я сшибаю. Но я вам хочу, прям, чтобы вы погрузились в эту атмосферу, чтобы вы прочувствовали, каково это. Мне даже приходится кричать. Здесь прокалывают грунт под землей. О, спасибо. Потихоньку доходим до реки Мойки. Так. И может коней Клотта найдут из Бельведера. Вот была бы радость. Не знаю. Те кони Клотта, которые тогда еще когда-то были, они же были из гипса, выкрашенные. И они, конечно, уже
самоуничтожились. Набережная реки Мойки. Уже начались зазывалы и прогулки по рекам и каналам. Эта навигация, в принципе, до ноября будет действовать, до первых холодов. Так, еще давайте я остановлюсь, прочитаю, что Людмила написала. Привет всем, в Омске зима вернулась, снег вчера весь день шел, еще не растаял, ничего себе. Ничего си, как говорится. Прогулочный кораблик с названием Печора. Кто с Вятки? Передавайте привет. Цесаревич выплыл из-под моста. Да, все-таки сейчас сделаем круг по периметру, скажем так, пройдемся золотого треугольника по сторонам треугольника. А в мае я сделаю видео, возможно, в 2 частях, прогулки в самом внутри золотого треугольника. Какая-то группка китаёзиков прошуршала. Так, друзья, кто на Рутюбе смотрит, пожалуйста, напишите, что с трансляцией все good или не good на Рутюбе. Пожалуйста. Опачки. А тут кино снимают. Нормально, видите, кран стоит, на кране освещение, и там, видимо, зеленые экраны стоят. Ну, для нас они черные в эту сторону, а там снимают кино. И, возможно, Дворцовая площадь-то у нас и перекрыта будет, соответственно, а может и нет. Не знаю, не знаю. Ну вот, какой-то очередной исторический сериал. А что за кино снимают, не знаете? Не знаю, откуда я Никто не говорит. Вот честно, не докладывают. Перекрыли сейчас. А пора, а Дворцовую? Дворцова нет открыта. Что Отлично, Дворцова будет? Прямо и спасибо. направо. Я в курсе. Окей. Так, Рутюб, все норм, спасибо. Виктория, все отлично, всем привет, все отлично, и звук, и картинка. Good. То я что-то запереживал вдруг. Так, дети тут тиктоки снимают, по всей видимости. Ну что ж, пройтись под аркой штаба нам не получилось. Ну так и ладно. Так, что еще пишем? Так, на Дворцовая выставка старинных авто вчера вечером началась. Во. Пройдем тогда, пройдем. Но эта выставка, кстати, как-то была уже. А, нет, на 9 мая в прошлом году. Я зашел на Дворцовую площадь, и у меня пропала связь. То есть там то ли глушилки работали, то ли очень много людей просто было в одном месте, и вот эти все вышки сотовой связи не справлялись, не выдерживали. Самое смешное про, опять же, золотой треугольник, про статьи. По большому счету вы не найдете никаких отсылок, то, что это какое-то историческое название района. Нет, такого нет, опять же. Это топоним достаточно современный и коммерциализированный. Ну да, давай под ноги мне лезь.
Поэтому, если будете гуглить, то вы, скорее всего, попадете на гостиницу с таким названием, ну и плюс-минус статьи тех же самых риэлторов, которые просто начинают в красках вам описывать какой-то замечательный район, а потом в конце предлагать или ту же самую гостиницу, или свои риэлторские услуги. Мол, через них вы сможете идеально выгодно и т.д. и т.п. купить недвижимость или снять в аренду, или инвестиционную какая-то история. Ну и позабавила меня статья, которая начиналась со слов, что каждый, кто приезжает в Петербург, мечтает посетить Золотой треугольник. Или типа, если вы не посетили Золотой треугольник, то считайте, вы не были в Петербурге. Вот скажите, дорогие зрители, дорогие сопрогульщики, кто из вас до этого момента вообще слышал о таком понятии, именно Золотой треугольник? Да, есть в Питере Красный треугольник. Это производство, это обводный канал, это резиновое производство галош и плащей и там всего-всего. Была история такая. А Золотой треугольник, вот вы слышали или от меня слышите впервые? Делаю паузу, чтобы вы написали, ответили. Так, я не слышал о Золотом треугольнике, Роман говорит. Так, первый ответ, вот видите. Видимо, вы с этим столкнетесь, если захотите купить себе комнату, квартирку с террасой где-нибудь в центре. Вам будут предлагать. Дядя Коля слышал, было дело. Так, 5 раз был в Питере, но ни разу не слышал. Услышал от вас впервые. Ну вот еще раз, смотрите. Сейчас вам покажу. Включу карту. Включу еще один QR-код заодно. Может, кому-то удобнее будет там донаты делать. Вот сам Золотой треугольник. Невский проспект от Дворцовой площади до реки Фонтанки, до Аничкова моста. Потом по Фонтанке вот вверх до Невы. И вся Дворцовая набережная до Дворцовой площади. Вот этот треугольник, это у риэлторов считается золотой. Выключаю картинку. Ну ладно, QR-коды пока оставлю, пусть в лапе висит. Собственно, вот. Ну а почему бы я решил сегодня этот топоним не использовать? Ну потому что все-таки мы открываем Питер для себя. Питер разный, разнообразный. Вот зазывалы на корабли. Здесь справа вдоль штаба сидят художники. У кого-то от слова худо, у кого-то очень даже хорошо. Прям вот это мне нравится. Это прям очень детальненько и атмосферно. Да? Ну, больше таких картин можно на вернисаже на Невском у Казанского собора увидеть. Тут магнитики всякие, шаржи рисуют. Так, длинное сообщение. Золотой треугольник, как Чайнатаун, есть в каждом крупном городе.
На рубеже 19-20-х годов познакомились с девушкой, экскурсоводом, тогда впервые и услышал. Но забыл, а вот вы вновь сейчас и этот топоним употребили. Да, мы идем, делаем круг. Я вам показываю его, скажем так, периметр. Идем по граням треугольника. Сейчас вот здесь, скорее всего, пойдем на улицу Миллионную, на Дворцовую. Ну, давайте выйдем на Дворцовую набережную. Но по ней не пойдем, а выйдем хотя бы просто посмотреть на стрелку Васильевского острова, на растральные колонны. И здесь вернемся через Шуваловский проезд, наверное, выйдем, да. Чтобы не повторяться. Так, а пятки атлантам погладим? Роман, там не пятки надо гладить, не мизинцы. Правый мизинец левой ноги, да? Как там говорят? Вот эту историю не слышал про цвет Зимнего дворца. Сейчас у вас на экранах по центру это Зимний дворец, главное здание Эрмитажа, самый большой и красивейший дворец в Петербурге. Сейчас он такого, даже не знаю, как это, я обозвал бы зеленоватого цвета. А вообще он был и жемчужный, и голубой, и терракотовый, такой красный кирпич. И вот как раз терракотовый он был перед революцией. Здесь вдоль, вот от стен шла ограда. Здесь сад Зимнего дворца был огорожен. Имел тоже терракотовый цвет кирпичный. Ограду можете вы сейчас увидеть в парке 1905 года на Нарской, станция метро Нарская. Ограду туда перенесли. Часть геральдики, там Александр III или Николай I, Николай II, наверное, там Н2 литограмма и двуглавый орел еще даже сохранились частично, хотя их уничтожали. Вот. Есть утраты, кстати, в Зимнем дворце на фасадах. Например, такие как балкон. Сейчас вот мы выйдем к Дворцовой набережной. Я вам покажу место, где был балкон. Могу говорить со стопроцентной уверенностью, потому что есть фотофиксация, по-моему, фотомастерской Карла Булы, фотографии. Балкончик. Так, а что? Старинных авто уже нет на площади. Слушайте, у арки мне показалось, что выставка как будто бы там вот где Атланты. Я вот там никакой не увидел. Так что пока есть время, загуглите, пожалуйста, все-таки локацию вот этой выставки. Мне кажется, на Миллионной улице у Атлантов. Здесь в саду свой фонтан. Фонтан пока не действующий. Фонтаны пока в Петербурге не запустили. Вот, отстаньте. Вот. Так, у нас тут лже-цари с лже-поручиками. Самозванцы. Страшные люди. Абсолютно, как это называется-то, в административке есть приставание гражданам, это какое-то вот
слово забыл. Ну, короче, непристойное приставание граждан. Вот здесь, на этом фасаде, был балкон. Здесь вот на углу. Ну, сейчас уже балкона нет. Давайте я сейчас метнусь. Перейдем к набережной туда, к поребрику. Или к парапету. Как это называется? Так, что вы еще пишете? Подождите, не вижу. Так. А на ход ноги от Пермяка. Александр Пермяк, соленые уши. Привет, привет. Да. Туристы за сосисками стоят, да. За хот-догами. Так, чую, я сейчас загорится как раз зеленый сигнал светофора. И мы с вами поскачем. Вот, ну, по большому счету мы с вами подошли к одной из вершин, ко второй вершине треугольника золотого. Приближу вам наши объекты. Астральные колонны. Белое здание с колоннами. Нет, не берут. Крокодил не берут. Я вам больше скажу, на газонах у нас не только ходят, еще и пикники делают. Ну как? Понятно, что не мангалы выставляют. Петропавловский собор, Великокняжеская усыпальница. Ну и все стены, видите, такие темным затянуты сеткой. Они все под реставрацией, наконец-то. Вот интересная история про газоны. У Медного всадника, вокруг него, там тоже куча табличек, все типа по газонам не ходить, по газонам не ходить. А место же шикарнейшее. Прийти с пледиком, расстелить, корзиночка. Ну там, кто совсем такой озадаченный пикниками. Корзиночка, все разложил, водичку налил, бутербродик там или клубнику достал с виноградом. Сиди себе, кайфуй. Шикарные виды. Ты же ничего не мешаешь там, ничего не вытаптываешь в том плане, что до земли это как будто бы массовое столпотворение, да, как любая тропинка вытаптывается. Там такого ведь нет. Газоны стригут, все классно, все шикарно. Сейчас здесь перейдем дорогу напротив входа в Зимний дворец, в Эрмитаж. Это в начале 2000-х вход в Эрмитаж был здесь, с Дворцовой набережной. Выход, кстати, видите, вот здесь вот люди скапливаются. Это выход из Эрмитажа. Там сразу гардероб. И вы через гардероб выходите наружу. То есть заходите с Дворцовой площади через внутренний двор и далее, гуляя по Эрмитажу, уже погуляв, выходите наружу сюда. В принципе, с одной стороны, хорошо, потоки людей не пересекаются, а в начале 2000-х не было такого количества людей, в принципе, еще, видимо. Ну, очередь стояла здесь и стояла. Но все-таки было принято решение, что это небезопасно. И вход перенесли на противоположную сторону. Так, сейчас будем переходить дорогу, пока посмотрим на Неву. Так, теплый итальянский привет, Роман. Ага, спасибо. Вот думаю, в отпуске то ли Питер, то ли Москва ехать. В Москве много движения, в Питере вроде меньше. Пока не придумал, куда ехать, крокодил нам сообщает. Тут уж, конечно, на любой
Вкус и цвет фломастеры разные, поэтому, ну, выбирайте сами. Так, итальянский привет я не до конца прочитал. Сейчас я воспользуюсь подсказкой. Теплый итальянский привет, Роман. Очень приятно смотреть на Петербург спустя 8 лет. Ирина советует крокодилу лучше в Питер. Видимо, это так задумывалось. Так, на ход на Get Пермяка это я видел. Посланник Российской империи. Как удачно получилось загуглить все-таки выставка ретро-автомобилей или нет? Или мне это сделать? Выставка ретро-автомобилей СПБ. 25-й год. Олдтаймер галерея. Но это где-то фиг знает. С 11 по 13 апреля. Не, это что-то не то. Это в экспофоруме было. Так, загуглим тогда Дворцовая. Не знаю, что-то мне не выдает ничего. Вот. Или здесь мы не пройдем. Это в следующем надо, по-моему, идти. Оп. Артем Горняк отправил на кофе. Спасибо. Так, нет, здесь это не тот проезд. Следующий будет. Следующий Шуваловский проезд. Так, здесь у нас за табличку Деламот. Памятник архитектуры 1764-67 года. Угу. Хорошо. Вот. Здесь в этот проход мы с вами и заглянем. Так, пишут, что в экспоцентре с 11 апреля больше не нашел. Ну вот я это тоже такое нашел. Отлично. Прогулки. Вы скажете, на какой телефон снимаете? На iPhone. Так, у нас что-то не пропадает сообщение. Оп, обнуляем. Оп, хей, ла-ла-лей. Щелк. Ну все, я это... И один из лайфхаков возможных. Здесь же на этом проходе Шуваловском есть вход. Видите, двери открытые. Это вход в Эрмитаж. И здесь нет очереди. Что самое интересное. Каким образом у вас бывшие кресты? Нет, у нас сегодня кресты вообще даже не по пути. Вообще не по пути. То есть название же какое у нас? Золотой треугольник. Вот, вход рядом, вход в музей, кассы, все здесь, друзья. Если не хотите в очереди стоять при входе с Дворцовой, то вот здесь, на Шуваловском проезде. Обязательно. Тема «Золотой треугольник». Какие кресты? Это совсем в стороне. Я даже не уверен, что мы издали хотя бы его увидим. Их, точнее, кресты. А третья вершина треугольника, это у нас будет как раз начало реки Фонтанки. Прачечный мост.
И вот с угла прачечного моста вряд ли будут кресты видны, потому что там Нева делает поворот. Возможно, даже будет и не видно. Так. Вечером авто разгружали с автоэвакуаторов у арки ГШ. И были рекламные стенды какого-то авто... Так посланник, там снимают кино. Там под аркой главного штаба снимают кино сегодня. И автомобили сгружали, это, видимо, реквизит. Это не выставка. Опрашку в золотой треугольник не включили. Несправедливо. А вот смотрите, опрашка, это вот по второй версии риэлторов, я же говорил, что у нас ребрами треугольника является Невский проспект, Фонтанка и Дворцовая набережная. И современные риэлторы золотой треугольник расширяют до Гороховой улицы. То есть вместо Невского Гороховая улица идет. Также получается Фонтанка, Гороховая и Дворцовая с Адмиралтейскими набережными. Дворцовая набережная и Адмиралтейская набережная. И вот в этом случае опрашка уже в золотой треугольник влезает. Вот, видите, автопробег журнала «Автомобиль». Отсыпали грунтом. То есть здесь грунтовое теперь покрытие. Но это все для кино. И, видимо, вот, там финиш. Видите, друзья, это тут снимают все кино. Сейчас съемки проходят под аркой. Она перекрыта. А чисто для фильма вот это все засыпали. Ну, сейчас мы дойдем по Миллионной, посмотрим, где там начинается. Но вот история такая. И самое интересное, наверняка здесь сняты все названия улиц и номера домов для историчности. То есть, чтобы не было современных никаких отсылок. Так, я пока не вижу, что вы пишете, у меня очень солнце сильно бликует. Так, сейчас я в тень войду, прочитаю. Так, понял, просто знаю, что на берегу Невы они, думал, что зацепляем. Нет, они кресты гораздо выше по Неве. А где, по-вашему, лучше живется, в Москве или в Питере? А14 спрашивает. Ну, это, друзья, спрашиваете. Я вот, видите, я не живу в Москве, я не могу сравнить. Так, понятно, но авто было много, где-то 5 или 6. Ну вот они там и стоят. Крокодил, дадим автопробегом по бездорожью, да. Короче, вот как их там выгружали, но мы сейчас уже туда не пойдем. Ну, нафиг его это надо. Нам лишнюю петлю тут делать. Кстати, даже вот вижу, смотрите. Заложили фонари. Здесь фонари из-под земли подсвечивают Зимний дворец. Заложили, чтобы не бликовало, видимо. Так и фонари надо новые снять. Ну, слушайте, а чем вам вот эти фонари смущают? Вполне себе. Вполне себе. Я думаю, на начало 20 века такие фонари уже существовали. Такая форма фонарей. Вот вопросик вот к этим фонарям, которые висят. Но, возможно, и эта история как-то объяснима. И почему вот в Петербурге как раз вот у нас очень много фонарей на растяжках. Очень много. Ладно, идем к атлантам. Тереть пятки и мизинцы. Кто там? Ну, опять же, вопрос не ко мне. Вопрос к киноделам. Ко всяким там художникам по... Как эти называются-то? Декорациям. И всем. Правильно же? Иногда вот странности какие-то, вот мне претензии ко мне предъявляют, что что-то так или что-то не так, или что-то я как-то не так показываю. Я показываю как есть.
Ну вот я же не придумываю, я же не дорисовываю ничего, сам декорации тут не выставляю, не меняю. Я вам показываю Петербург такой, какой он сейчас есть в моменте. И не только Петербург. Как-то мне тут было предъява, что я плохо Ялту показал. Ну, показал так, как по ней прошелся, вот спонтанно, и как вы бы это, возможно, тоже сделали. Опа. А какой мизинец надо тереть? Не знаете? Не знаю. Что-то тут на счастье. Желание загадывать. Все там труд? Мизинцев много, на всех хватит, да? Вот так. Так, друзья, фонари суперские. Ура, Атланты. Фонари не такие были в начале 20 века. Ну вот крокодил за правду. О, Фродо пришел, да, привет, привет. Щелк, 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 щелк. Все равно ни один не понравится. Скажет, перефоткивай. Архив Государева совета. Написано по центру. Заложен в 1883 году, закончен 1887, конец 19 века. Напомню, мы в 21 уже. Где-то здесь у нас Миша Боярский живет. В доме Собчака. Ой. Ну и вот автопробег журнала «Автомобиль». Так, что у нас здесь? Зимняя канавка. Все так же перекрыто. Российско-американской резиновой мануфактуры, Санкт-Петербург. Самые лучшие пневматики. Шины выпускали. Да, кстати, на красном треугольнике, а красный треугольник стал красным только в годы советской власти. До революции это предприятие называлось просто «Треугольник». Резиновая фабрика братьев Фрейзингер. Руссия, Рига. Резиновые шины. Интересно. О, давайте помашем ручкой. Руссо туристо. Да и не только руссо туристо, тут у нас китайское туристо. И все, главное, с улыбочками. Классно. Вот, видите, у нас здесь так-то асфальтовое покрытие. Но для фильма, для сериала, или не знаю, что снимают, тут засыпали гравием все. Видимо, для историчности. Ну, такие вот истории дела, друзья. Да, идемте по улице Миллионной в сторону Марсового поля. Видимо, какие-то машины успели эвакуировать или отогнать. Вот какие-то еще остались. Печально будет, если они как-то в кадр попадут. Ну, возможно, уже компьютерная графика все исправит. Так, друзья, вы очень много написали. Сейчас я достану второй телефон. Постараюсь прочитать, что вы написали. Стрим-чат. Так. Так, обновить. Будут ли еще водные прогулки? Виталий спрашивает. Вполне себе может быть. Писали, что Боярский на днях рухнул со стремянки, сломал ребро. Посочувствуем дяде Мише. Баррикады на улицах. Боярский в больнице сейчас живет, упал со сцены с переломами. Вот. Виталий приветствует меня, я Виталия. Все труд и труд на мойке. Рома, привет. Дальше. Да. Ну. Я вот тут сегодня, видите, с курткой иду, и вот некуда деть, и у меня на руке она висит. Рука греется, потеет.
Извините за такие подробности. Все особняки, вот это, ну, по крайней мере, по левую руку, они вот одним фасадом выходят сюда на Миллионную улицу, а вторым своим фасадом получается, что выходят на набережную, Дворцовую набережную. Сейчас вот давайте здесь зайдем в эту арку. Здесь с 1948 по 1965 год жил выдающийся историк и востоковед академии Василий Васильевич Струве. Промтехдизайн. Но, по-моему, это один из особняков князей Романовых. Также семейство-то большое было. Кто не император, тот князь. Видите, по первому этажу еще сохранились. Сейчас уже это гаражные ворота. Изначально это были конюшни. Впоследствии конюшни были переделаны в автомобильные, то есть в гаражи в простые. Кстати, здесь уже черная лестница. Есть вход в парочку квартир и в подвал. Но не пойдем. Зачем нам? Вот. И, по-моему, даже вот этот центральный флигель, не знаю, какое он был, не помню, какое предназначение было. Но если пойдете с Павлом Перцем в одну из прогулок по Миллионной улице, он вам расскажет. Так, а вы собираетесь когда-нибудь сходить на дамбу посмотреть? Это великое сооружение. Так, а что на нее смотреть? И что значит сходить? Во-первых, дамба достаточно далеко от города. Туда пешочком не дойдешь. Во-вторых, даже если вы приезжаете к дамбе, к ее началу, то это просто линия, уходящая куда-то там за горизонт. Дамбу можно показать, например, проехаться по ней. Или по пути в Кронштадт, или просто там в Кронштадт не заезжая, сделать кольцо по КАДу. Потому что дамба это у нас входит в кольцевую автодорогу. Можно прокатиться. А специально, слушайте, я не знаю. Можно остановиться как раз на этом переезде от Кронштадта в сторону Ломоносова. Там, где форт Александр. Там, где сами основные шлюзы. Там посмотреть, наверное. Да, понимание, почему закрыто. А я допускаю мысль, у меня больше головы. Так, что мы? Мы здесь можем выйти обратно на набережную в целом и пройтись по ней. А можем продолжить свой путь по Миллионной. Давайте продолжим по Миллионной. Вдруг открыт сад Мраморного дворца, и там в саду стоит памятник Александру Третьему, прозванный в народе Бегемот. Кто-то мне как-то пытался доказать, что Бегемот — это наименование не Александра Третьего, оскорбительное было, а коня так называли, но нет, я вам сейчас докажу. Так, фонари были другие, все верно. А вы собираетесь так-то... опять же, Форст Зина 87, может быть, но были и были. А в кино вы все моменты замечаете, исторические недостоверности, вот эти киноляпы, можно их обозвать? Думаю, нет. Да и дорого это, как это, фонарь убери, фонарь поставь. Главное, не современный, не светодиодный, по крайней мере. И хорошо. Так, кто что там должен, непонятно. Так, Александр Третий, Бегемот. Бегемот. Там стишок был. Бегемот. Александр
Др. Третий. Вот, стоит комод, на комоде бегемот. Сейчас. Не, вот, смотрите, стоит комод, на комоде бегемот. На бегемоте обормот, на обормоте шапка, на шапке крест. Кто угадает, того под арест. Да, слушайте, бегемот получается, что это конь. А Александр III у нас обормот. Ой, что-то много написали. Сейчас читану, секунду. Можно показать дом номер 12 по Миллионной, где Михаил Романов подписал отказ от... Я вот в арку этого дома ведь и заходил. Потому что мы... подождите, вот. Я номер здания не вижу. 8. Миллионная 8. А 12-то вот туда получается. 8, 10 и 12. Давайте я обратно вернусь. Сейчас вот до фонарного столба дойду только. Вот, получается, вот, Миллионная улица, дом 12. Пожалуйста. Но тут возможны неточности. Возможны варианты, когда менялась нумерация домов. Ладно. Так, спрашивают, что лучше, однушка в Мурино или комната в коммуналке в Золотом? Но тут вопросики... Странный вопрос. Вы пытаетесь сравнить твердое с горячим, по-моему. Житель Золотого треугольника, даже живя в комнате, в коммуналке, он ни за что не уедет в Мурино, ни за что не уедет ни в какой спальник. Даже в студию или в однуху. Ну, потому что для него это что-то фи. Потому что он даже не пробовал. Вот в чем проблема-то. Жить не в центре. Отсюда вопрос... Не вопрос, а даже такой тезис, что кто-то говорит, типа, ой, как это жить на Академке, фу. Да ты возьми и попробуй. Ты же даже не пробовал, ну, например. А если вы вообще не жили ни в Мурино, в однушке, не жили в коммуналке, даже в Золотом треугольнике, в комнате, вот никогда. Вот даже в коммуналке, если не жили, вот даже не рассуждайте. Лучше, не лучше. Человек, который родился в коммуналке и вырос, для него это среда понятная, доступная, и никакого отторжения он не испытывает. Ему все норм. Но если вы не жили в коммуналке, вот это та самая поговорка «не жили богато, нехер начинать». Вот не жил в коммуналке, не начинай. Так, опять что-то пишите, я не вижу. Приходится второй телефон доставать. Особняк Громова. Дом жилой с дворовыми флигелями.
1876 год. Видите, тут все дома 19 век. История про не выехать из Мурина настолько притянута за уши, что прямо даже рассуждать не хочется. А белые стеклопакеты не смущают киношников, спрашивает кто-то на Рутюбе. Ну, не знаю, надо у киношников и спрашивать. Лучше в коммуналке, чем с мигрантами в Мурино. Ирина говорит. Ирина, тут тоже вот с вами вообще в корне не соглашусь. Вы что, считаете, что мигранты только в Мурино? Да я вам больше скажу, мигрантов здесь в центре больше, чем в Мурино. Они снимают те же самые коммуналки. Те же комнаты в коммуналках. Оп, Наталья отправила на чашку кофе с Алтая. Спасибо. Соответственно, странный тезис про мигрантов. Вы будете жить одни. Вы ни с кем кухню и унитаз делить не будете. Вы понимаете это преимущество? Если вы хотите стоять в очередь по утрам в ванну, ну, вперед. Но вы будете с теми же мигрантами стоять в очередь. Ну, большая вероятность есть. Или с алкашом каким-нибудь. Ну, как бы оно вам надо? Ну, видимо, да. Вы же как-то к Мурино плохо относитесь. Опять же, вот вы даже в Мурино не были. Вы в Кудрово не были. Вы в Шушарах не были. А этот простой, тот же самый спальный район. Как когда-то академка, как когда-то гражданка, просвет, ветеранов, рыбацкая. У вас пешая доступность, в лучшем случае, к метро. Конечно, Мурино сейчас разрослось, и Кудрово разрослось, все разрастаются. Сейчас привернем здесь во двор Мраморного дворца. Кстати, вот мы вдоль него-то сейчас и шли. Вот этот памятник. Когда-то он стоял на площади Восстания, тогда еще на Знаменской площади. Ну и вот, стоит комод, на комоде бегемот. На бегемоте обормот, на обормоте шапка. Про Мраморный замок отдельный рассказ, отдельная история. Это будет, я буду рассказывать в видео, которое буду снимать офлайн по прогулке внутри Золотого треугольника. Мраморный дворец входит в сеть, в состав Русского музея. Поэтому обязательно сюда тоже сходите. Так, вообще, что есть Мурино, это уже не Питер, спрашивает Роман. Но географически Мурино это и Кудрово. Это Ленинградская область, входит в состав Всеволожского района. Все. Но поблизости это, конечно, все, кто живет в Кудрово и в Мурино, это работают в Петербурге, ездят в Петербург, ходят в Петербург. Поэтому Мурино, я так понял, это как в Москве Замкадыши. Но и знаете, сейчас вот что такое Замкадыши даже в Москве? Ну извините, как бы за МКАДом тоже есть жизнь. Так, Ванс говорит, а что там делать, маргинальное гетто и никакой исторической красоты. Ну, давайте рассуждать. Какая историческая красота на просвете? Какая историческая красота на гражданке, на ветеранов? Расскажите мне. Нет, если вы вот этот тезис обоснуете,
Ну, потому что все-таки гражданка это Петербург, правильно? Правильно. Очень странный тезис, да. Маргинальное гетто. Ну, а где маргинальность? Что в Мурино и Кудрово есть такое, чего нет в других районах города? Я вам больше скажу. Когда я хаживал по той же Чернышевской, по этим дворикам, там маргинального контингента будет побольше. Вот этой вот алкоголизма вот этого и наркомании, который там шатается по подворотням, гораздо больше, чем в Мурино и Кудрово. В чем маргинальность-то? Если вы не были, вы даже и не слышали, не видели, и не ходили, и не жили, то вы вообще и права не имеете рассуждать на эту тему. Абсолютно. Это просто пшик и, ваше слово ничто не весит, не значит. Абсолютно. Я по Мурино и по Кудрово уже ходил и показывал, как там люди живут. Я показывал, что там есть, что там не есть. Вы там что-то маргинальное видели? Не знаю, простой спальник. Простой очередной спальник, и все. Александр Сборщиков. Александр, я же читал. Стоит комод, на комоде бегемот, на бегемоте обормот, на обормоте шапка. Вы про этот троллинг? Так, дядя Коля готов жить на чердаке, как Карсон, но только в центре Питера. Романа, прогулка по времени сколько планируете? Часа 2, 3 или больше? Сколько? Мы уже 1:20 почти идем. У нас логическое завершение это будет Аничков мост. Соответственно, как только мы там окажемся, то, в принципе, будем завертаться все это дело. Завертайте в целлофан. Вот. Сейчас что? Мы идем до Фонтанки, и там далее нам вдоль Фонтанки пройтись. Может быть, вдоль Фонтанки пойдем, может быть, по какой-то параллельной улице. Там посмотрим. Я имею в виду так, чтобы через Манежную площадь пройти, например. При желании. Не вижу смысла растягивать на 4 часа. Это мне и горлу тяжело на самом деле. Да и потом в записи, в принципе, тоже как-то это все дело смотреть тяжеловато. Я думаю, 2 часа это разумный максимум, если по-хорошему. Так, пока стоим, попробую опять в чат заглянуть. Так, чердак в центре стоит как Боинг, как крыло от Боинга, да? Так, прогулка по каждым субботам, я понимаю, да. А как район Ленинского проспекта насчет чистоты и безопасности? Когда я там был, все очень спокойно было. Но вот опять же, смотрите, Ленинский проспект длинный. Он начинается от Московской площади. Да, есть советский период Ленинского проспекта. Там до проспекта Стачек его пересекает. И далее, уже ближе к заливу. Что, пойдемте. Что-то тут вообще никто не едет, никто не хочет. Будем разумно нарушать. Да? Нет? Непонятно. Тут ввиду того, что ведутся ремонтные работы у нас на Троицком мосту, схема движения поменялась, а работа светофоров не перенастроена. Да, мы на Марсовом поле. Вот оно у нас тут. Все. Когда-то в народе это называлось Катькин луг.
Когда-то это место было сильно болотисто. Дабы его осушить, было выкопано 2 канавы. Ну или канавки. Более как-то так мягко, да, называется. То есть у нас по тому краю Лебяжья канавка, а по правому уже и канавки нет. Она уже засыпана, там дорога одноименная. А здесь у нас теперь Марсово поле. Так. Летний сад еще закрыт, поэтому не пойдем. Давайте через Марсово поле и к Чижику-Пыжику. Кстати, вечерний стрим из Мурина очень понравилось. Спасибо. Вдоль фонтанки к Чижику заглянем. Да, заглянем. Марсово поле, да, иногда подробности тоже нужны. А вот смотрите, опять же, про газоны и пикники я вам то, что говорил. Вот вам газон, вот вам девушки пикникуют. И они не одни, они не одиноки. Очень много людей с покрывальцем на газоне чилят, принимают солнечные ванны. Пожалуйста. Блин, как мне летом-то ходить? Я абсолютно не вижу чата. Тяжело. Так, я сейчас еще, кстати, на зарядку телефон подоткну. Хотя телефон еще на серединке. Вот как, кстати, погода влияет. Температура, точнее, зимой у меня телефон садится за час. А сейчас мы уже 1,5 часа там без малого ходим. И только лишь половинка села. Так, я имел в виду из проспект Стачек в сторону залива, около метро Юго-Западной, которая будет. Да, тоже новый район, тоже спальник. Вот ничем не отличается от Мурина, от Кудрово. Абсолютно. Только то, что вы в черте города. У вас прямое сообщение транспортное до метро. Да и так, в принципе, неплохой как район. Неплохой. Я тоже там бывал. Видел, как он строится. Когда он начинал строиться, я в Автово тогда жил. Я туда на велосипеде часто катался до залива. Там шикарные закаты. Так что хороший район. Плюс метро скоро будет, надеюсь. Его уже давно ждут. Никак не дождутся. Так, пусть пикникуют, лишь бы мусор за собой убирали. Да, все правильно, мусор надо за собой убирать. Роман я просто так для информации спросил. Да ничего. Мне лишь бы это, вы накидывали тем, на что поговорить, о чем вам интересно. Вот, но про время, да, я вот как-то ходил и 3-4 часа. Да и сейчас-то вот идем, у меня что-то горло-то уже першит. Потому что говорю много. Какие-то моменты я там на Невском почти чуть ли не кричал. Потому что шумно достаточно было. Вот. Здесь в центре Марсового поля у нас вечный огонь. Начинает потихоньку, кстати, небо-то затягивать дымкой. И все-таки, правда, будет вечерочком дождь, скорее всего. Вот. Сейчас выйдем к каналу, ну, точнее, к мойке. Канал Грибоедова — это у нас вот там, где Спас на Крови начинается. Здесь пока набережная реки Мойки. Выйдем к инженерному замку.
И там у нас увидим самый маленький памятник в Петербурге. Кстати, мы сегодня увидим самый маленький. Видите, еще зеленых листьев-то толком нету. Только вот это, по-моему, сирень. Кусты сирени. Только листочки начинают выпускать. А народ уже вовсю на газонах. Слава богу, здесь на Марсовом поле чисто. Газоны хорошие, ухоженные, плотные. Кстати, вот подстригли всю нижнюю поросль у этих кустов. И теперь в кустике бегать неудобно. А это большая беда. Если вы здесь что-то употребляете, чай, кофе, соки, лимонады, будет тяжело в себе это держать. Так, спасибо. Ну да, родственники мне уже с 17-го года говорят, что скоро метро там откроют. Во-во. Там, слушайте, метро открыли бы, если бы не чемпионат мира по футболу. Все силы брошены были на продолжение зеленой ветки, строительство станции метро «Зенит». Ну, это уже второе ее название «Зенит». Первоначально ее Каменный остров, что ли, называлось. Вот, в общем, все силы брошены туда. Но, по-моему, вот эту коричневую ветку-то делают, шарашат. Я встречаю видосы, где уже тестовые проезды составов проводят. Проспект Энгельса — это далеко от центра. Да, это далеко, это север города. Идет на север. Через Озерки, через проспект Просвещения, Парнас и туда до Кольцевой, до Меги Парнас. От центра далеко, да. Чижика не труд, но случайные случаи похищения были. Да, Чижика уже раза 4 крали. Так что, да, до него добираются с воды на лодках. Сирень здесь зашибись пахнет. Ага. А как там сакура поживает? Распустилась, наверное. Да, наверное, уже да. Потому что я был на... Так. Да, не побежим здесь. Так, постоим тогда. Был в саду Дружбы в среду. Там есть дерево сакуры. Там она начинала уже распускаться. Это было в среду. Сегодня суббота. Я думаю, оно уже в полном цветении. Да. Так, а как там сак? Ага, бесплатных туалетов, наверное, нету. Вот и кусты и ходят. А так по Питеру где-то идешь, и туалетов нет во двор. Нет, слушайте, есть такое в Петербурге постановление городское, которое обязывает все кафе, рестораны, вообще весь общепит пускать без вообще вопросов и безвозмездно в туалеты. Поэтому не надо искать подворотни, не надо искать общественные туалеты, хотя у нас и общественные туалеты от водоканала, они тоже бесплатные. Если вы видите водоканальный туалет, то он бесплатный. Они, кстати, в центре тоже и присутствуют, и не только в центре. Так, Новокрестовская она называлась, да, точно. Я помню, что-то там с крестами связано. Ну, в общем, Крестовский остров и Новокрестовская. Около Инженерного есть, а в целом чувствуется нехватка станции метро. Или это просто искусственная проблема? Нет, нехватка есть, правда, есть. У нас по сравнению с Москвой, в Москве станции метро достаточно частые. В Питере очень проезды большие, то есть расстояния даже между станциями метро большие. А есть районы в Петербурге, которые
Ну, тот же самый Красногвардейский район. Там выручает только частный трамвай Чижик. Там общественный транспорт автобусный. Вот это выручает. Но куда бы метро, конечно, очень плохо без кольцевой ветки. Кольцевая ветка очень бы разгрузила центр. Пересадки в центре. Вот это Маяковку, Невский проспект. Очень нагруженные станции. Потому что если тебе надо там с красной на синюю, ну или там, например, да, уехать на тот же север города, тебе приходится ехать через центр. Это и по времени долго, и ну нафига. Так что как-то так, да, метро нехватка имеется. Так, что еще пишем? Так, а по какому маршруту в августе 23-го года гулял? А, по такому. Только через арку Емельянную до замка и направо к Спасу. Угу. Так, вода близко. Так, вода близко, да, бегай на набережную. Так, Роман, а что посоветуешь посетить в Санкт-Петербурге интересного, если в Эрмитаже и Исаакиевском соборе уже был? Интересует военная тематика и авто. Сходите в музей артиллерии. Смешно, ну катю. Это станция метро Горьковская, музей артиллерии. Там и Петропавловская крепость будет рядышком. И второй момент, посетите военно-морской музей. Он сейчас переехал к Новой Голландии. Вот. Очень хороший, шикарный, современный музей военно-морской. Тоже прям must have. Ну и, соответственно, Новая Голландия там рядом. Погуляете по Новой Голландии, покушаете, что-нибудь выпьете. Итак, мы, ну там плюс-минус у третьей вершины этого треугольника. Сейчас летний сад у нас закрыт, а это летний сад. Он закрыт до сих пор на просушку. Вот, видите? Ну я думал, они сейчас будут к Чижику подъезжать, но они под мост ушли. Мы подходим к самому маленькому памятнику Поэтому и говорят, Чижик-Пыжик в Петербурге. Чижик-Пыжик. Ну, Чижик это потому что птичка. Чижик. Чиж. Так, здесь у нас рыбаки ловят. Как улов? Мало. Раз закинул. Мало. Не дают ловить. Все кидают. Не туда. Ну давайте, что там? Видите, это просто с магнитом ловим денежку. А решетку эту давно поставили? Давно. Давно уже? А что ловим? Деньги. Серьезно? Конечно. Сетями? Там магнит. Деньги магнитятся? Ну какие-то, да, какие-то, да. Хорошие магнитятся. Ну, десяточки. Оп! Не попал. Ну, прям аттракцион целый. Нет, конечно, надо кидать сверху, чтобы попадать на основание Чижика-Пыжика. Так и вот, таки да, Чижик, потому что птичка, а Пыжик, потому что здесь были курсанты одного из училищ, у них были шинели серого цвета, а Пыжик, как вам известно, а может быть кому-то и неизвестно, Пыжик — это детеныш оленя возрастом до 1 месяца. Были такие в советское время пыжиковые шапки. Леонид Брежнев очень любил их. Вот. Раньше капусту выращивали на полях, а теперь каменные джунгли стоят. Но это что? Вы опять про
Промурина, да? Так, все бабули в Москве. Магнитом, наверное, монеты не магнитятся. Ну, не все, а какие-то магнитятся, какие-то нет. Тут как бы история такая. Ну, вон, видите, что-то примагнитилось. Давайте узнаем, какие магнитятся. А какие магнитятся? Каким номиналом? Что магнитится? Все. Все магнитятся? Ну, Пятаки. До 2010 года был склад другой, он не магнитился. Во, а сейчас? Сейчас все. Во, вот. Комментарий специалиста. Можно бросить. О, смотрите, даже это. Белорусская. Белорусские 5 копеек. Так, а это, ну, это наши. Кто в руках вообще держал 5 копеек? Давно ли? Сколько лет назад? Вообще, ну, а белорусам привет. 2009 год. Вот, магнитится, пожалуйста. Десятки магнитятся, пятерки магнитятся. Да? Во, рублики. Вот видите, это все у нас с магнита приехало. Вот деньги. Простой магнит от динамика, пожалуйста. Всего. Все, даже никакого неодимого и не нужен. Никакой тонкости. Ладно, спасибо. Ладненько. Там только, видите, есть проблема и сложность. Там под чижиком-пыжиком есть решетка. Сквозь эту решетку магнит не проваливается, он к ней магнитится и все. А все деньги туда за решетку проваливаются. Так, поисковый магнит, заработок по-питерски. Интересно, не знал, что у чижика деньги рыбачат. Так, слушайте, деньги рыбачат везде, где кидают деньги. Сейчас подойдем к еще оловянному солдатику, вам покажу. Там тоже деньги кидают. Но к чижику, пыжику паломничество, и все кошельки там оставляют свои. Вот. А у инженерного замка, вот он справа, есть оловянный солдатик, даже два в нише стоят. И туда деньги тоже кидают, и деньги не все попадают, и что-то падает в воду. А дальше есть заяц. Так, можно я пробегу? Вот, есть заяц, который у нас на Иоанновском мосту, на Петропавловской крепости. В зайца тоже деньги кидают, и тоже промахиваются, и тоже вокруг зайца ребята с магнитами собирают бабло. Да. Так это как, где там, в Италии, в Испании, там этот фонтан-то знаменитый, в который деньги все кидают, и деньги оттуда забирать нельзя. И власти ежегодно чистят фонтан, и собранные деньги идут якобы в бюджет города. Такая вот история. На чижика закидывал монету. Ну, что, сбылось? Что-нибудь загадывали? Так, песенка про чижика-пыжика вроде еще в имперские времена была. Ну, возможно. Чижик-пыжик где-то был, на фонтанке. Водку пил. Прогулочные катера, смотрите, уже полные. Цены даже, слушайте, не сориентирую. Если вам интересно, не сориентирую. Надо смотреть. Тут, конечно, зависит от маршрута и от пирса. Есть пирсы удобные, разрекламированные, там подороже. Есть пирсы где-то подальше. Возможно, не совсем легальные. Там подешевле. Повыгоднее можно купить через горбилет. По-моему, горбилет называется ресурс. Ничего себе, тут смотрите, у нас тут поля такие. Что это за цветы? Ну-ка, приближу. Кто знает, что за цветочки? Какие-то первоцветы. Не знаю, получится зайти внутрь инженерного замка или нет. Ну, второе название — это Михайловский замок.
Не путать с Михайловским дворцом. Михайловский дворец и Михайловский замок — это два абсолютно разных строения. Михайловский замок впоследствии уже был назван инженерным, потому что после смерти Павла I здесь квартировался инженерный корпус. Вот. И вот видите небольшую нишу, вот это вот углубление прямоугольное. В нем стоит медный оловянный солдатик. Так, в общем, прежде чем куда-то ехать, нужно маршрут сразу закладывать себе, чтобы время не тратить уже на месте. Интересно, когда Чижик в очередной раз украдут. Не кроксы. Так, в Риме фонтан Ди Треви, да. Там, говорят, собирают монеты на пару миллионов в год в евро. Да, возможно. Таки вот, смотрите. Видите, затертые... Хопа! Солдатик. И в него тоже кидают монетками. И не все монетки долетают и точно в цель. Поэтому что-то падает и в воду. Оп, донатик. На булочку без кофе, к сожалению. Привет, Роман. Твой канал самый лучший. Очень интересно. И дальше не вместилось. Что-то не вместилось. Сейчас я попробую прочитать. Почему не вместилось? Так, твой канал самый лучший. Очень интересно, как будто сам гуляешь по Санкт-Петербургу. Григориус, спасибо за точное замечание. Такая цель и была. Когда-то этот канал был связан с фонтанкой, то есть вокруг инженерного замка был ров. Были подъемные мосты. Тут Павел играл в инженера. Из интересного, все 4 фасада инженерного замка, Михайловского замка, разные. В разном, стиле. Внутренний двор восьмиугольник, октаэдр. И в центре, я надеюсь, у нас сейчас связь не пропадет, напротив ворот, внутри двора, памятник Павлу. Часы говорят, мы 6 километров уже. Ну, до памятника не пойду, сами сходите, пожалуйста. Тут вот Павел сидит. Ну и у нас восьмиугольный двор. В принципе, да. Мы вот, например, отвечая на вопрос, что таких пасхалок в виде чижиков, солдатиков, невидных обычному человеку, много в Питере. В целом, да, имеется. Пасхалок даже на простых домах, доходных домах, тоже есть. Опять же, что считать пасхалкой, что не считать, тут вопросик. Но на той же Малой Садовой улице там есть 2 кота. Кот Елисей и кошка Елизавета, по-моему. Они тоже в такие труднодоступном месте, и в них тоже кидают монетками. Но там весь прикол, что если ты монетку туда не закинул, а надо закидывать наверх, то монетка просто сваливается. Ты ее снова подбираешь и снова кидаешь. То есть эта история не получится. О, литограмма. Видите, тут Павел I. Что тут написано? Не читается.
Государственный русский музей написано. С этим дворцом много связано легенд, страшилок. Но пойду еще одну пасхалку вам здесь покажу. То есть мы с вами видели самый маленький памятник в Петербурге, это Чижик-Пыжик. А сейчас я вам покажу, ну и в принципе вы его уже видите, правда, со спины, самый первый памятник Петербурга. Памятник Петру Первому. От правнука прадеду. Ну, я не знаю, насколько это правда, насколько он там первый. Но вот так оно есть. Но уже это показывал. И смотрите, какая пасхалка. Отходим. Отошли. Теперь начинаем приближать. Приближаем. А теперь смотрим на копыта лошади. И что мы видим? Друзья, как трансляция не висит, надеюсь? Так, походу мы висим, да? Там, где коты, там ресторан. Да, там ресторан Елисеевский. Там окошки этого ресторана. Если ты там сидишь, то да. Так, что у нас трансляция-то? Ёлки-палки. Вот точно заколдованное место. Этот инженерный замок. Там рядом Марсово поле, Иванс. Мы через Марсово уже прошли. Итак, друзья, в каком моменте мы тут пропали? Все норм. Точно ли норм-то ли? Потому что я задал вопрос, а вы в чате мне не отвечаете. Проверю Рутюб. Так, ну давайте повторю. Конь в сапогах. Так вот, да, видите, пасхалка, еще одна пасхалка. Начинаю приближать и смотрим на копыта лошадиные. И левая передняя нога у коня, она в туфлях. Видите? Вот вам и пасхалочки. На секундочку. Кто об этом знал? А надпись «Прадеду правнук». 1800 год. Пожалуйста. Ну, на секундочку, вот чей-то жилой домик. Вот кто-то очень шикарно живет в золотом треугольнике. И это точно не коммуналка. Возможно, сейчас еще что там на Манежной площади можем заглянуть в итальянский дворик, как вариант. Да, я тоже проверил Рутюб. Все идет. Так, давайте я лишние QR-коды
пожалуй, отключу. И что-то оставлю. Хоп, хей. Аллалалей. Повторюсь, здесь мы можем идти вдоль мойки, а можем идти вот как здесь сейчас, через Инженерный замок, напрямки на Манежную площадь, но мы... Так, QR-код один пропал. Чья туфля? Да. Чья туфля? Не ври, ты не знал. Еще одна из достопримечательностей здесь на маршруте, здесь в золотом треугольнике, это цирк. О, вы посмотрите, кто едет. Олдтаймеры американские. Сейчас еще один проедет. Вот он, желтенький. Не знаю, Кадиллак, наверное. Их 3 штуки, 3 кабриолета. Я боюсь неправильно выговорить название цирка, эту итальянскую фамилию. Вообще это большой санкт-петербургский цирк, а так цирк Чинезелли. Чинезелли. Пользовался большим интересом в дореволюционной России, как и Михайловский театр, Александринка, как Марьинка. Цирк как искусство тогда тоже сильно ценилось. Так, у нас какой-то ветер поднимается. Да, фонтанки пошли. Кто-то важный едет. Важный, отважный. В сопровождении. Здесь начинается Караванная улица. Когда мы шли по Невскому, мы через Караванную тоже переходили, только в обратную сторону. Пермяк, соленые уши на кефир, спасибо. Ну и вот здесь над входом есть надпись, видите, цирк Чинезелли. Сам основатель цирка похоронен на Смоленском кладбище, скорее всего на лютеранской его части. Видите, уже летние террасы открываются, и тут начинают распускаться деревья. Завтра уже так здесь не посидишь, конечно, уже холоднее будет. Но за кружечкой пива или бокалом вина, ну вот, например, опять же, вот считать ли вот это пасхалкой? Лев.
над этим эркером, лев, где-то есть совы. Очень тоже круто. Маслокары или маслкары. Вот мы вышли опять на Фонтанку. Ну и сейчас здесь пойдем по набережной к Аничковому мосту. Это у нас был мост Белинского. Не, масло-кары это немножко другое. Сейчас какие-то выпендрёж-кары были. Кабриолеты, конечно, крутые. Масло-кары это все-таки что-то гоночное, спортивное, быстрое. А здесь, наверное, машины из как будто бы 50-х годов. А масло-кар это уже что-нибудь 60-е, 70-е спортивная история. Ну, как по мне видится, кажется. Могу быть неправым и ошибаться. Это все не разводные мосты. Да, на Фонтанке разводных мостов-то и не осталось. На Фонтанке ничего не разводится. На Мойке ничего не разводится. На канале Грибоедова ничего не разводится. На обводном канале ничего не разводится. Разводные мосты только через Неву. Да, это кабриолет 50-х годов во времена Элвиса Пресли. Я вот тоже как-то к такому склоняюсь мнению. Всем большой и теплый привет, говорит Николай Ефимов. И они стали популярны чуть позже, в 60-е. Ну, прям как это, с языка сняли, я, по-моему, так и сказал. Через реку здесь у нас так называемый фонтанный дом. Шереметьевский дворец. В нем сейчас музей музыкальных инструментов. Шереметьевский сад за ним. Так, здесь тоже кто-то что-то ловит на магнит. А тут уже у ребят магнит помощнее. Но, видимо, только тестируют. Что-нибудь ловилось? А? Или пока еще нет? Вон, 9 рублей. Там дед на магнит от этого. Что поймал? Да, тут какие-то уже ржавые 5 рублей. Куда снимать? Да, здесь стрим на YouTube сейчас идет. Как она называется? Откройте Питер. Как еще? Откройте Питер. Вот, дед там на магнит простой от динамика ловит. Ну там десятки, пятерки. Но там неудобно, потому что там на... у Чижик-Пыжика. Вот. О, Там сетка, решетка. И там, наверное, магнит будет к решетке прицепляться, а монеты за решетку падают. А дед магнитиком так спокойненько, он тонкий у него, и он так вдоль стеночки опускает его. Так сделано, чтобы, Да. чтобы магниты не кидали. Да. Ладно, удачи вам. Спасибо. Можно на Рутюбе еще, на Рутюбе идет тоже. Давай там, мама, я в телевизоре, блядь. Ладно. Вот чем бы дитя не тешилось, лишь бы не забеременела, да?
Николай Ефимов, спасибо за донат. С благодарностью за прогулку. Так, эти автомобили как раз связаны с кино. Нет, эти, да какое? Там автопробег начала 20 века. Там реклама этого завода «Треугольник» дореволюционного. Нет, эти машины не могут быть связаны с фильмом. Как? Нет, я не верю. Это вы все врете. Весь город, весь центр перекопан. Где-то трубы, где-то кабеля пихают. Так, здесь у нас впереди достаточно трагическое место для блокадного Ленинграда. Сейчас вы сами поймете, там есть мемориал. Может, пару пистолетов. Пара пистолетов уже достана из 90-х. Они же не первые, кто облавливает. Тут регулярно таких молодцев встречаешь с магнитами. Вот, видите? Здесь из ледяной проруби брали воду жители блокадного Ленинграда. Здесь, в этом дворце, музей Фаберже, кстати. Частный музей. Видите, вывеска. Ну, хоть музей частный, но там есть несколько оригинальных яиц Фаберже. У кого-то в частной коллекции, но вот частный коллекционер настолько расщедрился, что открыл музей. Музей, конечно, за денежку. Никаких повреждений нету, столкнут и утонешь. Глубина там, наверное, метров 5-6. Да ну вы шутите, что ли? Здесь глубины-то 2 метров нет. Вот эти все кораблики, ну, по крайней мере, понятно, что глубина на центре, возможно, и присутствует. А у берега, да нет там глубины. Я вас умоляю. А какие вам нужны ограждения у спуска к воде? У него предназначение к воде подойти. Какие ограждения? Вы о чем? Калитки делать? Тоже нафиг надо. Вот вам ограждение. Вот тут никто никого не столкнет. Не подходи к краю и толкать не будут. Вопрос-то простой. Я то, что прошелся по низу, как бы, но это мой выбор был. Можно было и поверху обойти. Видите, здесь причал только готовят. Это такой один из центровых. 7 километров, кстати. Ну вот, мы с Аничкова моста начинали с вами. Кого коребит, что я говорю не Аничков мост, а не Аничков мост, а Аничков, то я вас огорчу, я говорю правильно. Потому что граф Аничков был, а не Аничков. Ну и, соответственно, Аничков мост и Аничков дворец. Цены. Кому интересно цены? В сопровождении экскурсовода 1400. Свободная рассадка на борту от 1000. Пожалуйста. Причал у Аничкова моста. Я так на всякий случай. Надо понимать, что цены будут только расти. Вот сегодня одна цена, в мае, короче, будет другая. Ну, вот вы говорите, вот на причале же есть. Ну, слушайте. Ну, вот они есть. Хорошо, на причале. Причал-то у нас стоит ниже. А там спуск. Блин, вы понимаете, что тот спуск, где ограждений не было, исторический. Вдоль фонтанки стояли баржи. Вот как вот эти вот все прогулочные кораблики, стояли баржи с дровами.
продавали дрова с реки. Они сюда причаливали к этому спуску и сгружали. Какие там ограждения нужны? Вы о чем? А то, что вот этот причал, вот этот, вот он ниже же уровня, вот он здесь. И спуск к нему по лесенке. Такая история. Ох, ну что, дали мы кругаля. У нас 7 километров. Ушло 2 часа 5 минут, но мы везде и задерживались. К сожалению, там глубина метра 3-4. Ну, информация не проверена, так что и верить пока не буду. Так, надо встать мне куда-то за ветер и за людей. Коник Лотта, мост 18 яиц. Ну и это следы от одного из снарядов, выпущенных фашистами по Ленинграду. Специально не реставрируется. Конский мост. Нет, мост 18 яиц. Вот. Считайте. 4 коня, 4 молодца и сторожевой. Друзья, ладно, все. Сделали круг по треугольнику, как бы это странно не звучало. Что-то у меня бейсболка криво-косо. Вот. Сделали круг по треугольнику золотому. Буквально по Золотому кольцу. По исторической части увидели очень много достопримечательностей. Вот. Так что кто только что подписался, подписываемся. Ставим лайки, кто сторожил на канале. Лайки помогают видео продвигаться и каналу в целом расти. Вот. Канал растет, я делаю больше интересных видео. Все закономерно. Итак, спасибо, что были со мной. Так, вот идут люди. Я с телефоном на вытянутой руке. Все, горло болит, пойду пить горячий кофе, закусывать круассаном каким-нибудь. Вот. Ладненько, друзья, всем пока, всем спасибо, до скорых встреч. Еще чуть-чуть общего вида фонтанки. Любите Петербург, гуляйте по Петербургу. У кого нет такой возможности делать это лично, делайте это со мной. До скорых встреч, пока-пока.